От пациентки. Проводится онкопоиск в связи с текущим полимиозитом. Уперлись в малый таз. ЗАВ, гинекологии, цитология, эндометрия, 2 УЗИ с шагом в 3 месяца не подтверждают злокачественный рост, видна миома. Ревматологи уперлись, матка увеличена, удаляйте. Пациентка, конечно, в недоумении. Вопрос, есть хоть какие-то данные в пользу злокачественности в малом тазу и, соответственно, экстирпации матки? Консультативное заключение по представленным МРТ-томограммам пациентки 67 лет. Дата исследования – 30 апреля 2021 года. Область исследования – малый таз. Контрастное усиление не проводилось, DWI также не представлено, что снизило информативность исследования. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Прямая кишка несколько компримирована за счет тала матки. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь положение обычное, деформирован за счет увеличенного тела матки, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение и форма обычные, размером 82 на 62 на 67 мм. Контуры четкие и неровные. В матке многочисленные фиброматозные узлы размером до 39 на 27 мм, в том числе интрамурально-субмукозный узел размером до 30 на 15 мм, почти целиком находится в полости матки. Полость матки не расширена, деформирована за счет миоматозных узлов. Шейка матки не увеличена, цервикальный канал сомкнут. Правый яичник размером 25 на 12 мм, содержит единичный фолликул до 8 мм. Левый яичник достоверно не визуализируется. Дополнительных образований в проекции придатков матки не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу не выявлена. Заключение МР картина миомы матки, формирование субмукозного узла. 4 мая 2021 года доцент кафедры КМА КотФМ. Комментарий врача-рентгенолога. В свете заданных вопросов, исследование выполнено неправильно. Нет контрастного усиления, нет DWI, диффузионно взвешенных изображений, хотя именно эти программы и позволяют выявить, дифференцировать злокачественные новообразования. Из того, что есть, в матке множественные крупные миоматозные узлы, один из которых в полости матки, что потенциально опасно в плане маточных кровотечений. Также матка увеличена, примерно до 8 недель беременности, и сдавливает и прямую кишку, и мочевой пузырь, тем самым снижая качество жизни пациента. На мой взгляд, практического смысла в такой матке нет, ее лучше удалить.